Исторически считается, что у Гекаты 3 лика, и трактовалось это по-разному. Как 3 мира — прошлое, настоящее, будущее, как 3 состояния лунного диска, как море, небо и земля. Хтония. В переводе «земная». Ведь, будучи привратницей, Геката стоит одной ногой на земле. Она та, что связывает землю и небо, или землю и подземелье, всегда ассоциировавшиеся с мрачными хтоническими силами. Дадофора. В переводе «факелоносица». Здесь подчеркивается ее учительский аспект. Геката — это сила, которая помогает сознанию завоевывать туманные территории бессознательного, проливает свет на внутреннюю темноту практика, помогает ему работать с психическими пластами, которые у обычного человека остаются в зоне машинального. Энодия. В переводе «дорожная». Дорога — это ведь тоже символ посвящения. Сейчас мир открыт и более или менее понятен, но в былые времена любое путешествие на чужбину могло обернуться для рискнувшего фатальными последствиями. Дорога воспринималась зоной риска. Особенно это касалось нескольких дорог, встречающихся в одной точке — перекрестке. И до сих пор перекресток в магии считается одним из важнейших мест силы. Клидофора. В переводе «ключница». Куратрофа. В переводе «кормилица детей». Да, сейчас это может казаться странным, ведь в современном мире Геката воспринимается скорее мрачной и темной богиней. Но когда-то к ней массово обращались с мольбами о здоровье детей. Тут хочу провести одну любопытную аналогию. В гаитянском вуду есть такой знаменитый персонаж барон Суббота. О страшном и могущественном Самеди благодаря массовой культуре знали даже те, кто к вуду никакого отношения не имеет. Барон — хозяин кладбища, бог смерти. И в то же время ему молятся о рождении ребенка. Считается, что барон защищает детей. И в этом есть тонкий философский смысл. Ведь дети ближе к вечности, чем взрослые. Дети недавно воплотились из небытия, они еще не испорчены социумом, в них часто больше запредельного, больше космической мудрости, чем во взрослых. Боги, имеющие отношение к смерти, часто благоволят детям, и Геката не исключение. Пропола. В переводе «спутница». Геката — сопровождающий магический канал. Те маги, которые начинают работу с ней, обычно от нее не отворачиваются. Да и как отвернешься от той, что владеет ключами? Пропилея. В переводе «привратница». Сатейра. В переводе «спасительница». Немного забегая вперед, могу сказать, что поставленные через канал Гекаты защиты работают как часы. Триформис. В переводе «трехтелая». Атрибуты Гекаты — лунный серп, факел, молоко, мед, собаки, а в ранних интерпретациях даже львы. Например, в халдейских оракулах Геката говорит: «Если будешь взывать ко мне часто, узришь все сущее в образе льва». И это намек на царственность, которую она дарует своим верным почитателям. Геката — это один из самых всеобъемлющих каналов из всех, с которыми мы работаем. Слишком древний и многозначный образ. У историков даже возникают разногласия по поводу ее происхождения. Некоторые считают, что это чисто греко-римская история. Древние храмы Гекаты находились по всему Эгейскому побережью. А некоторые полагают, что образ был заимствованным, и приводят интересные аргументы вроде того, что в некоторых областях Гекате приносили в жертву собак, а так поступали только с чужестранными богами. Геката ассоциируется и с Аидом, и с Диметрой, и с Гермесом, и с морской богиней Кратеидой. В современном мире образ Гекаты несколько трансформировался, поэтому любви у нее ищут редко. А вот что может дать связь с этим каналом: здоровье, защиту,
Отражающую защиту – это самый лучший и этичный вариант боевой магии, когда вы можете оставаться пассивным, а канал сам отражает удары против вас направленные. Некромантический дар, ясновидение, усиление магических способностей. Так что не стоит считать Гекату исключительно темным образом для тех, кто работает на кладбище. Однако важно понимать, что, работая с этим каналом, мы подразумеваем обращение не совсем к той богине, которую почитали ее античные адепты. Современная магия должна учитывать весь временной вектор, а не только романтичную старину. Лишь в этом случае практики будут эффективными. Геката пережила несколько витков совершенно полярного пиара и позиционирования. Изначально к ней обращались за исцелением, помощью и защитой. Все элементы жестокости, которые могли быть вычленены из ее древнего образа, вполне соответствуют содержанию всех материнских каналов. Важно отметить для себя, что Геката — это именно материнский канал, слишком всеобъемлющий и мощный для того, чтобы им было можно управлять при появлении мелких магических прихотей, но достаточно толерантный ко всем обратившимся, чтобы они могли рассчитывать на безусловную его поддержку и защиту. Защита Гекаты может быть своеобразной, и ключ к ее пониманию лежит как раз в осознании материнской сути канала. Магия Гекаты — это всегда немножечко игра вслепую. Если вы обращаетесь к Гекате с некой просьбой, вы не можете быть уверены, что магия свершится именно так, как вы того желаете. Но зато вы можете быть уверены, что обстоятельства сложатся так, что ваш вопрос решится в наиболее безопасном и продуктивном лично для вас ключе. Богиня-мать — это всегда и защитница, и губительница. Она всегда ответственна и за плодородие, и за умирание. Она контролирует весь цикл. Поэтому такие богини часто бывают связаны и с культом подземного мира. В древности эти культы интерпретировались как нечто мрачное и страшное. В этом смысле у канала Гекаты очень много пересечений с Кали, которую тоже представляли в разных аспектах, от Кали-Ма, подательницы жизненной энергии, до Кали-Дурги, карательницы, губительницы. Геката тоже является и подательницей, и губительницей. Материнские магические каналы — это самая древняя магия, какую только можно себе представить. Поклонение образу женщины-матери как верховному божеству восходит еще к эпохе Палеолита, то есть к древнейшим временам. Еще до того, как главные боги приобрели мужские лица, а сам акт творения начал ассоциироваться с мужским началом, за духовное окормление человечества отвечали именно материнские каналы. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки, так называемые палеолитические Венеры, каменные идолы, изображающие женскую фигуру с ярко выраженными половыми признаками. За творение, любые формы творения, отвечали именно эти каналы. То есть в древности это был образ, без сомнения, положительный. Однако по мере распространения христианства по Европе произошло великое перепозиционирование большинства магических каналов, пользующихся спросом. Многие величественные божества были низведены в подвальные этажи духовной картины мира. Их и сейчас можно встретить на страницах многочисленных демонариумов. У них еще сохранились прежние прекрасные черты, однако их необходимо разглядеть под новыми демоническими искажающими масками. Великая Астарта стала Астаротом. Бааль получил множество лиц, одно отвратительнее другого. Под раздачу попала и Геката. Ее образ начал ассоциироваться с отвратительными формами низшей магии. Небесная целительница стала восприниматься как исключительно небесная губительница, покровительствующая ведьмам, а в средневековом сознании ведьмы были ответственны за всякого рода вредительство. Достаточно почитать тот же «Молот ведьм», чтобы убедиться в буйстве фантазии охотников за колдовством.
Несмотря на это, так или иначе, во все времена находились люди, которые работали с образом Гекаты. Но даже в новейшее время, когда репутация многих хтонических богов хотя бы частично обелена, все же отпечаток этой многовековой тьмы тоже остался на этих каналах. Обращаясь к образу Гекаты, мы учитываем и этот отпечаток. Есть и хорошие новости. Черты материнских каналов, связанных с завершением жизненного цикла, умиранием, всегда интерпретировались очень мрачно. У древнего человека смерть ассоциировалась с полным отчаянием неведения, с острым страхом, с печальнейшим из миров, где в вечности бродят унылые тени. Современные маги относятся к теме смерти иначе. В ноосфере наших лет есть множество текстов, связанных с околосмертными инсайтами и переживаниями, с философией предела, когда в магическом смысле поход на ту сторону мы ассоциируем не с кошмарнейшим из ужасов, а со свиданием с глубокими изначальными архетипическими формами сознания. Поэтому для нас работа с каналом Гекаты может быть сильнейшей внутренней трансформацией, поиском в глубинах собственной личности вот этой изначальности. Например, работа с Гекатой может дать блаженное переживание космического единства, первичного союза человека и Вселенной, полного отождествления с материнским каналом, ощущение магической пуповины между собой и Гекатой, идеальное внутриутробное единство. Это одна из высших форм доступного магу блаженства и покоя. Современные эзотерики иногда говорят о 3 направлениях практического взаимодействия с Гекатой. Первый — путь Земли, Геката Пропилея, работа с травами и ядами, целительство. Дам магическую наводку для тех, кто уже работает с богиней и желает попробовать транслировать исцеление от ее имени. Это очень просто. Сперва надо соединиться с самой высокой ипостасью Гекаты, той, что телом чувствуется как нежнейший, прохладный, высеребренный лунным светом нисходящий поток, набрать эту энергию в свое тело, щедро до краев, а потом плавно выдыхать ее через ладони на объект. На фотографию болящего, например, или приложить руки к больному месту человека, которому вы хотите помочь. Что касается травничества, то это искусство, которое стоит на пороге магии и химии. Все-таки у большинства трав есть объективный эффект. Однако, если вы занимаетесь знахарством и в то же время работаете с Гекатой, вы можете дополнительно насыщать травы на вашем лунном алтаре, добавить вашему сбору энергетическую глубину. Второй. Путь Луны. Геката Никтофлога. Морочная магия, любовная магия. Да и, собственно, любая магия, потому что через канал Гекаты можно провести вообще любой обряд. Третий. Путь Жнеца. Геката Хтония. Некромантическая работа. Каждый адепт богини выбирает основной путь взаимодействия, хотя при этом имеет допуск и ко всем остальным направлениям. 3 ипостаси Гекаты можно сопоставить с лунными фазами. Это современная классическая трактовка. Но ведь Геката — это еще и 3 совершенно разных эгрегора, как минимум 2 из которых мощно работают и по сей день, а 3 практически забыт и является окормляющим поле для канала Гекаты в целом. 3 эгрегора, потому что в разные времена богиня воспринималась совершенно по-разному. Это очень важная информация для практика. Самый древний эгрегор, который уже мало кто учитывает, кроме тех, кто ведет именно жреческую, а не колдовскую работу через Гекату, это Геката Сатейра, спасительница, целительница, защитница дома. Сейчас только маги, плотно посвященные в канал Гекаты, понимают, какую мощную защиту она обеспечивает. А в ранней античности помолиться о спасении и здоровье Гекате мог любой желающий. Она была самой популярной богиней. Связь триединой сути Гекаты с лунным циклом
тоже появилась позднее. Изначально 3 ее лика связывали с всевластием богини, владычица земли, неба и моря, так они и говорили. Геката была одним из так называемых «старых божеств». Напомню, мифы о происхождении богов были титаны, порожденные Ураном и Геей, как небом и землей, 6 титанов и 6 титанид, которые вступили в браки между собою и породили новое поколение богов. Среди них была и Геката, Селена. Геката родилась от Перса, титана, который отвечал за разрушение, и от Астерии, титаниды, которая ассоциировалась с ночью. Здесь можно провести параллель между Гекатой и Кали. Обе темные матери, обе обладают разрушительной силой, обе имеют опекающий аспект, обе обрели дурную репутацию в профанном мире. В литературе Геката впервые предстает перед нами в Теогонии Гесиода, 8 век до нашей эры. В этом тексте есть намек на ее триединость, как ее понимали в те времена. После свержения титанов Зевс дарует ей власть над землей, небом и морем, то есть это печать триединой власти. И, в принципе, до сих пор эта печать, пусть невидима, но остается на лике Гекаты. Канал Гекаты ассоциируется с магической властью. Обычно у каждого божества, демона, духа, ангела есть своя сфера компетенции. Магический канал — это совокупность энергетических потенциалов, и если посмотреть на каждый канал с прикладной стороны, то они покажутся похожими на узкие коридоры. Например, Венера и все каналы, связанные с Ницах, могут дать вам все, что имеет отношение к распознаванию красоты и изобилию, но едва ли через Ницах можно навести порчу или поработать с вещими снами. Бафомет даст вам энергию для прямого удара и свяжет воедино нужные вам пласты реальности, но вряд ли станет вашим помощником в астральных путешествиях. В доэллинистический период Гекату чествовали не маги, а все подряд, и она была про спасение, защиту и здоровье. Но еще в глубокой древности ее канал был искусственно сжат новыми интерпретациями, появившимися новыми магическими трендами. Уже среди эллинов у Гекаты начала формироваться ее темная репутация. Ее начали ассоциировать со всем пограничным, с ночью, с призраками, с переходами между мирами, с мертвыми. Геката становится главным некромантом среди богов. Потом ненадолго репутация богини снова обеляется. Во II веке нашей эры о Гекате говорится скорее как о Шакти, то есть об июньской энергии как таковой, и в созидательном, и в разрушительном ее аспекте. В какой-то момент даже среди античных магов возникала путаница. Кто же такая Геката и как ее следует правильно воспринимать? Есть такой знаменитый магический документ, из которого выросли многие ритуалы западной магии – греческие магические папирусы. Это коллекция рукописей о магии времен греко-римского Египта. Там вавилонское смешение языков, и из-за этого много непереводимых текстов. И смешение культур. Например, та же наша с вами Геката ассоциируется в этом документе с Эрешкигаль, шумерской богиней смерти и мира мертвых. Там фигурирует Сет, Осирис, Моисей, Саваоф. Гекате там посвящено достаточно много текстов, заклинаний и ритуалов, и они совершенно разные. В каких-то к ней обращаются как к Великой Небесной Матери, а в каких-то как к источнику мертвой разрушительной энергии, с помощью которой можно творить черную магию. В греческих магических папирусах образ Гекаты расплывчатый, с ней соседствуют и пересекаются и другие божества. Триединость Гекаты исторически может быть связана и с тем, что она ассоциируется с богинями Селеной, Артемидой и Персифоной. Такое отождествление может означать ее власть над небесным, земным и подземным миром.
Образ Гекаты со временем принимает все более и более инфернальные черты. В средние века окончательно формируется второй эгрегор, связанный с именем богини. Геката становится темной. Такой она и остается в обращениях современных практиков, но лишь только тех, кто привык полагаться на романтический флёр, не задумываясь о сути. Третий эгрегор Гекаты — это плод современной интегральной магии, который учитывает все аспекты, пронесенные Гекатой сквозь века. Это все очень важно понимать. Геката — это очень широкий магический канал, и, проводя ритуал, вы каждый раз должны четко выбрать, какой именно энергетической волне вы апеллируете внутри этого канала. Нельзя обратиться абстрактно к Гекате. Надо всегда рассчитывать на определенное качество энергии из всего спектра, который богиня может предоставить вам в принципе.